Здравствуйте, друзья! Сегодня будем шить вот такую сумку. Но сумка необычная, она будет секретом, про который я расскажу позже. Вы обязательно воспользуетесь моим советом и сшейте такую сумку. Вы поймете в конце видео, почему я такое предлагаю. Вам пригодится и понравится эта идея. Ну что, приступаем? И не забудьте нажать на колокольчик, написать комментарий и поставить лайк. А кто не подписан, подписаться. Приятного вам просмотра. Буду шить из джинсовых лоскутов. Вот таких у меня много скопилось. И будем шить в технике ленивой боры. Вот я некоторые распорола. Надо мне их прогладить. Сейчас проглажу все и будем дальше шить. Оставляю вот эти вот потертые швы специально, чтобы было интереснее. А шить будем в технике ленивой бора. Мне очень нравится техника бора. Влюбилась я в нее однажды. И теперь периодически что-то шью в этой технике. Я выровняла все свои лоскуты. А теперь будем складывать сэндвич. Вот это у меня подкладочная ткань будет у сумки. Затем я кладу вырезанную чуть поменьше размером, подлиннее, по ширине, подкладка, подложка для ламината. Потом объясню, для чего это. Вот чуть покороче и чуть поуже. И теперь буду раскладывать хаотично. Я закалю немножко, чтобы не сдвигалась у меня. Это заготовочка моя. У меня здесь достаточно большие лоскуты. Не стала я мельчить. Так, здесь вот так делаем. Делаем нахлёст. Я тщательно сколола все свои лоскуты, каждый уголочек, вот чтобы они не разбежались у меня. Все, теперь буду прошивать каждый лоскуток зигзагом. Вот такое полотно у меня вышло в итоге. Немножечко оно корежится, но оно выпрямится.
Непредсказуемая повела вот здесь вот ткань у меня. Она со стрейчем и немножко собралась. Я сделала дополнительные строчки на больших лоскутах. Вот они. Вот здесь проложила такую строчку, чтобы они как бы помельче смотрелись, эти прямоугольники. Вот. По желанию можно еще сделать декоративные строчки различные, но я не буду делать этого. Изнанка выглядит вот так. Я уже завязала узелочки, осталось срезать нитки эти и выровнять. Можно было бы, конечно, отгладить эту ткань, отпарить, но гладить ее нельзя, потому что подложка растает вот это. Я обработала периметр заготовки зигзагом тоже. Зигзаг у меня стоял плотность 1,5, а высота 4,5. Вот такая заготовка получилась. И так как это будет сумка, складываем наполовину и делаем 2 строчки с двух сторон. Я прошила обе стороны. Сшила также ручки. Пока они длиной 45 сантиметров. Сделала отметочки по 8 сантиметров с каждой стороны. Теперь прикладываю изнаночной стороной вниз, чтобы у нас получилось вот так. У меня загну. И вот так ручки у меня будут выглядеть. Загибать буду я 1,5 сантиметра. И прошивать по всему. И вторую ручку также совмещаем и прошиваем. Я пришила ручки. Вот такая сумка в итоге у меня получилась. Работой я довольна. А еще довольна из-за того, что я этой сумкой не буду пользоваться как шопером, а буду пользоваться как сидушкой на холодную скамейку. Потому что выхожу каждый день гулять. Хожу долго, много километров. И бывает устаю, конечно. И хочется присесть на скамейку, а скамейки сейчас ледяные. Поэтому я сюда вложила подложку под ламинат. Тонкую, чтобы она не слишком толстая была. Мягкая. Ее также можно сложить в сумочку. А можно просто идти с этой сумкой. Я могу положить вот эту фляжку сюда и пойти гулять. И никто не догадается, что за сумка у меня, для чего она. Что я буду на ней сидеть. Я довольна. Почему я раньше не догадалась? Это я увидела... В прошлом году еще увидела, кто-то шил из мастериц сидушку. Сидушку с ручками. Ну, а я решила с настоящей сумкой сшить. Можно сюда будет и покупку какую-то положить на обратном пути. Размер моей сумки 35 сантиметров на 33.
И длина ручек 40 сантиметров в готовом виде. Ширина 2,5 сантиметра. Почему я положила сюда подложку под ламинат, а не какой-то синтепон или поролон? Потому что подложка эта, она очень теплая. Вот садишься на нее, прям сразу тепло чувствуется. И она тонкая. Поэтому мне как бы захотелось, чтобы сумка была как сумка выглядела, а не как подушка. И делала свое дело, как сидушка. На сегодня это все. Всего доброго. До встречи. Пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь, кто не подписался. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.